Я был очень рад встретиться с командой, и я специально не уезжаю никогда с буткемпа. Мы всегда проводим время вместе, куда-то ездим, ходим, всегда тренируемся и все время тратим в Counter-Strike. После отпуска у нас была еще где-то неделя онлайна, но при этом у нас там 3 игрока заболело первые 2 дня. То есть мы отменили 2 дня. Мы потренировались там, не помню, 5-6, но отменили из них еще 2. И после этого собрались на буткемпе. Это обычно играть такие матчи. Просто кому-то неудобно, потому что он не чувствует разницы между ланом и онлайном. У кого-то там комп лагает, у кого-то инет может подвиснуть, у кого-то FPS просядет. А на буткемпе намного все лучше. Просто уже привыкли. До этого онлайна мы не играли где-то 2 года. После месяцев 3-4 уже наоборот, как-то более комфортно себя чувствуешь. Я думаю, что многим СНГ командам не с кем больше играть, кроме как Нави, потому что мы участвуем в этой квалификации. Но Нави, они всегда играют какие-то мировые чемпы. Я думаю, все смотрят игры Нави. И все хотят победить Нави в СНГ. Так, по крайней мере, думал я, когда еще не был в Нави. Нет, разницы в настрое нету, а уровень игры сейчас намного лучше. Ну, я не знаю, это просто СНГ квал. Есть спириты, ВП. Это, наверное, самые сильные из СНГ команд. Спириты мне сейчас нравятся больше, чем ВП. У меня пинг дома на русские сервера 50. А у других людей, там у Илья тоже в Киеве был, у него там 20. И когда мы некоторые команды просили играть на немецком сервере, чтобы у всех был 35-40 пинг, у них был 2.5, у наших пару игроков 2.5, и у меня там 50 или 20, то некоторые команды отказывались. И это была главная проблема. А так с компьютером и со всем остальным все было отлично. Колит у нас также Кирилл. Все мы составляем план на игру, и Кирилл знает, что ему колить. Если он что-то забывает заколить или там колит какой-то раунд там 2 раза подряд, то Андрей сразу может исправить. Или напишет там сетим. Но у нас Андрей там, он не координирует команды. Мы понимаем, что когда-то этот карантин закончится, и Кириллу надо будет капитанить также на турнирах, где Андрей ничего не сможет сказать вообще. Нет, это просто я играю, и чем больше игр ты играешь, тем больше киллов, разница смертей может произойти. Да не, просто это как-то само происходит. Мне нравится играть. Нравится, что в КС есть каждый новый раунд. И в новом раунде можно что-то сделать. Если, например, там, с другими играми сравнивать, эта игра длинная, там, длится долго, как Дота, например, да? Там все пару моментов решает. Но эти пару моментов, они тоже красивые. То в КС таких моментов, мне кажется, больше. Из-за этого эта игра как-то и затягивает. Если мы будем говорить про меня, то мотивации еще очень много. Можно переписать историю и сделать новую историю, как Астралис это сделали. Также можно выиграть Grand Slam. У нас у организации Нави еще нету мажора. Еще много к чему можно стремиться. А вот потом, когда сделаешь больше, чем какая-либо другая команда, а в данный момент это Астралис, вот тогда уже она может пропадать, но не сейчас. Но я знаю там по списку игроков, кто входит в топ. Там Зайву, Ника, Элик тоже. Я больше рассматриваю команды как конкурент, потому что с некоторыми играть легче, а с некоторыми сложнее. Самое сложное все так же остаются Астралисы и Виталити. Мы заканчиваем буткемп 30 числа, то есть это у нас и подготовка была, и Кёльн, вот ESL-1, и конец буткемпа. А после я не знаю, будем тренироваться онлайн, возможно будет еще какой-то крупный турнир, мы соберемся на буткемпе. Пока нету, да, анонсов? Не.
Не, ну я видел там по игре в Clash Royale, уже турниры делают. В Шанхае будет зимой турнир. Может, в КС какой-то будет. На буткемп тренироваться, набрать форму и выиграть Кёльн. На остаток года стать лучшей командой среди всех, которые сейчас есть. Пока не стало этих лан-турниров. Потому что онлайн он такой рандомный. И в онлайне я бы хотел, чтобы мы закрепились. Всем спасибо, что за нас болеете, поддерживаете. Сильно там не хейтите, когда проигрываю. Все стараются, тренируются, и еще есть много над чем работать. Если тогда, когда мы собрались перфекто, там потренировались месяц, полтора-два и стали топ-1, выиграли турниры, то сейчас мы стараемся набрать еще лучше форму, натренировать больше карт и стать сильнее.